ГМО расшифровываются – генетически модифицированные организмы. Генетически модифицированная пища – это продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов, растений или животных. Продукты, которые получены при помощи генетически модифицированных организмов, включая сами микроорганизмы. В рамках данного видео мы не сможем рассказать о всех разрушительных последствиях ГМО. Однако, если вы хотите получить больше правдивой информации по этой теме, мы оставили для вас ссылку на экране и в описании под этим видео. А мы поговорим о том, как отличать трансгенные продукты и какие из них лучше не употреблять вовсе или снизить потребление до минимума. В первую очередь это соя, кукуруза, картофель, свекла и рис. Это продукты, которые в 90% случаев попадают в супермаркеты и на рынки геномодифицированные. А есть еще те, где ГМО присутствуют в виде ингредиентов. Например, сахар может оказаться сахаром из генетически модифицированной свеклы, а в составе шоколада быть ГМО соя и так далее. Но наиболее массовый и крупный канал попадания ГМО в еду через корм сельскохозяйственных животных. По оценкам экспертов, почти половина пищевой продукции в мире, выращенной за последние 15 лет, искусственная. Пока среди ученых идут споры о количестве вреда от ГМО, наша с вами задача знать эти продукты и по возможности исключить их из употребления. Для начала посмотрите на таблицу, в каких странах и какие площади заняты ГМ-культурами. Разумеется, стран намного больше, это только первые топ-10. Согласно этой таблице, вы уже можете видеть, какие продукты не следует употреблять. При этом не все линии сельскохозяйственных культур подвергались генетическим изменениям. Согласно данным Организации ООН, в мире зарегистрированы следующие трансгенные сельскохозяйственные культуры. 32 линии кукурузы, 32 линии рапса, 24 линии картофеля, 11 линий сои, 9 линий хлопка, 8 линий томатов, 5 линий риса, 3 линии сахарной свеклы, 3 линии пшеницы, 2 линии дыни, 2 линии папайи, 2 линии кабачков, 1 линия льна, 1 линия цикория. Соответственно, чем больше ГМ-линий, тем чаще они встречаются на прилавках магазинов и содержатся в пищевых продуктах. Посмотрите на цифры и сами сделайте выводы. Какие из продуктов лучше вообще избегать, а какие можно только ограничить. Но это не весь список. Это только сельскохозяйственные культуры. На экране перечень распространенных продуктов, где ГМО найдено в результате государственных проверок. 1. Кукуруза и ее формы. Мука, крупа, консервы, попкорн, масло, чипсы, крахмал, сиропы и так далее. 2. Рапсовое масло. На нем приготовляют картофель фри, чипсы, мясо и прочую пищу фастфуд. 3. Картофель и его формы. Полуфабрикаты, сухое пюре, чипсы, крекеры, мука и так далее. 4. Соя и ее формы. Бобы, проростки, концентрат, мука, молоко и так далее. 5. Хлопковое масло. 6. Томаты и его формы. Паста, пюре, соусы, кетчупы и так далее. 7. Рис и продукты его содержащие. Мука, гранулы, хлопья, чипсы. 8. Сахарная свекла, свекла столовая, сахар, произведенный из сахарной свеклы. 9. Пшеница и продукты, произведенные с ее использованием, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия. 10. Кабачки и продукты, произведенные с их использованием. 11. Семечки подсолнечника и масло подсолнечное. 12. Морковь и продукты ее содержащие. 13. Лук репчатый, шалот, порей и прочие луковичные овощи. 14. Папайя. 15. Тыква. 16. Яблоки. 17. Арахис. 18. Клубника. И, к большому сожалению, к этому списку нужно добавить многие молочные и мясные продукты. В ряде стран до 96% мяса приходит от животных, которых кормили ГМО-кормами. Единственное исключение – мясо и молочные продукты органического производства. Если у вас есть возможность, употребляйте только их. Это же относится и к рыбе.
Рыбу, выращенную в искусственных условиях, кормят кормами с ГМО. К таким рыбам относятся лосось, радужная форель, пангасиус и другие. Соответственно, ее мясо также содержит ГМО. Если у вас есть возможность, употребляйте только ту рыбу, которая живет в диких условиях. Сельдь, скумбрия, тунец, треска и другие. Стоит добавить и о меде. По оценкам экспертов, большинство меда содержит ГМО, так как пчелы собирают пыльцу с полей, на которых растут трансгенные сельскохозяйственные культуры. Безопасный мед в этом отношении можно назвать только тот, который собирают пчелы на диких лугах, в лесу или на органических плантациях. Мы догадываемся, что вы сейчас думаете. Сегодня почти невозможно найти неповрежденные генной инженерией безопасные продукты, особенно в больших городах. Да, к сожалению, это так. Неудивительно, почему в мире так много болезней. Однако есть и утешительная новость. Нам нужно по максимуму ограничить потребление ГМ-продуктов и заменить их на другие, более безопасные виды. Например, согласно данным, приведенным выше, есть смысл отказаться от потребления кукурузы, картофеля, сои. Вместо подсолнечного, кукурузного и рапсового масла использовать другие растительные масла, как, например, оливковое в салаты, а для жарки кокосовое. А лучше приучиться готовить пищу без масла, используя специальную посуду и другую технологию приготовления. Кстати, относительно выбора продуктов по внешнему виду. Первое. Обратите внимание на внешний вид продукта. Генетически модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть устойчивыми к негативному внешнему воздействию. Если овощи тронуты насекомыми, скорее всего, перед вами натуральный продукт. Второе. Обратите внимание на маркировку. Большинство стран обязывают производителей маркировать трансгенные продукты значками ГМ и ГМО. Однако производители, как рекламный трюк, начали ставить эту маркировку везде, даже на питьевую воду, и тем самым окончательно запутали покупателей. У многих сложилось впечатление, что все продукты на прилавках без ГМО. Однако это не так. Внимательно читайте надписи на упаковках. Это может быть очень полезным. Если на продукте нет надписи без ГМО, это означает, что продукт содержит ГМО. Для справки. Натуральные продукты маркируют особым образом. Ищите пометки 100% органик, органик или Made with Organic Ingredients. Они гарантируют, что в товаре нет генетически модифицированных компонентов. Обратите также внимание на надписи «Без ГМО» и «Non-GMO». В составе этих товаров могут присутствовать ГМО, но не более 0,9%. И, наконец, мы предлагаем вам таблицу, которая поможет вам при выборе производителя продуктов питания. А вообще мы рекомендуем поместить это видео в закладку, добавить плейлист или распечатать эти списки, чтобы когда вы будете покупать какие-то продукты, точно знать, что покупать не нужно. Итак, чья продукция точно содержит ГМО? Kellogg's производит готовые завтраки, в том числе кукурузные хлопья. Nestle производит шоколад, кофе, кофейные напитки, детское питание. Heinz Foods производит кетчупы, соусы. Hershey's производит шоколад, безалкогольные напитки. Coca-Cola, Sprite, Fanta, тоник, Kinley. Макдональдс – сеть ресторанов быстрого питания. Danone производит йогурты, кефир, творог, детское питание. Similac производит детское питание. Cadbury производит шоколад, какао. Mars производит шоколад Mars, Snickers, Twix. Pepsi-Cola, Pepsi, Mirinda, 7up. Этот список стоит продолжить и отечественными производителями. Если вы знаете, какие из отечественных производителей выпускают ГМО-продукцию, пожалуйста, напишите название в комментариях. Также, если вы знаете хорошего производителя, который выпускает качественные продукты без ГМО, просим написать его название в комментариях. Так мы поможем один другому избежать потенциально опасных продуктов и выбрать качественные. Если будут вопросы по теме, пишите, и мы обязательно ответим.